Good evening, dear friends, dear colleagues. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги. My name is Лю Сяосяо in Chinese, and I have an English name which is called Amy, easy. Меня зовут Лю Сяосяо, это мое китайское имя, и по-английски это просто Amy. First, I would like to say happy the year of dragon. As you can see, I wear red because of the year of dragon. It's a nice year. И вначале я хочу всех поздравить с Новым годом дракона, и вы видите, я в красном, это счастливый цвет для этого года. So I have been working with the Pinъяо International Photography Festival for more than 20 years. And so today I'm going to talk about the photographic education in Pinъяo in the festival because it has become one of the most influential sections in China. И 20 лет я работаю с Международным фестивалем фотографии Пинъяо, и сегодня я буду говорить об образовательной секции на этом фестивале, которая играет очень важную роль в всей китайской ситуации с образованием в области фотографии. I will try to figure out, talk what we do in Pinъяo Festival with photographic education, and then if you have any questions, you can offer your questions later. И я хотела бы систематизировать все, что мы сделали на нашем фестивале в области фотографического образования, и когда у вас появятся ваши вопросы, в конце своего рассказа я буду рада на них ответить. So my talk will include 4 sections. First is a general introduction of my festival. And second is the university student exhibitions in the festival, and then photographic education forum. And finally, international exchanges and collaborations we have built up in our festival. И мой рассказ будет разделен на 4 части. В первой части я представлю фестиваль в Пинъяо как основную информацию давать. Вторая часть будет посвящена выставкам университетского уровня студентов фотографии на фестивале. Третья часть посвящена фотографическому образовательному форуму. И, наконец, 4-я часть международные обмены и совместные проекты. So this is the city of Pinъяо. It's a kind of bird view of the old city. It has a history of 400 years. Originally, it was built in Ming Dynasty, and the present city, most of the present city was constructed about 400 years ago. So it's a tourist site and also cultural heritage by the UNESCO. И с высоты птичьего полета Пинъяо выглядит вот так. Городу в нынешнем его виде около 400 лет. Он строился во время правления династии Мин. И основные памятники внутри города были построены как раз 3-4 века назад. Сейчас это одно из мест туристического притяжения в Китае. И, кроме того, этот город под эгидой ЮНЕСКО. Generally, it is crowded in the city, and this year it is said that I heard my friends said in Pinъяo all the streets were crowded with people, but in 2020 it was like this. И Пинъяо всегда очень многолюден, и я, когда туда привожу друзей, все восхищаются тем, насколько там живая атмосфера, но в 2020 году город выглядел вот так. I heard there were about 100 million people visited Pinъяo from the end of the lunar year during this festival season. И я слышала, что только за время праздников Луны и до Нового года город посетило около 100 миллионов туристов. So the PIP festival was originally funded in 2001 when the provincial government started to think about to build up a stage for cultural exchanges. И в 2001 году был проведен первый международный фестиваль фотографий в Пинъяо, как раз в древней части города. Это стало важным культурным событием в провинции Шанси, и это было сделано по инициативе местного правительства провинции.
для того, чтобы интегрировать город в культурную жизнь страны. So I remember in 2001, the first organizers went to France. They visited the Alps, and then they decided to organize a photo festival with the same structure. И я помню по рассказам, что в 2001 году, когда готовился первый фестиваль в Пинъяо, его организаторы приехали в Арль и захотели в Китае повторить структуру арльского фестиваля. So up to today, we have organized 23 editions. И на сегодняшний день прошло 23 фестиваля фотографий в Пинъяо. And so we have a slogan for this: the ancient city for photographic explosion. И у нас есть девиз фестиваля «Древний город для фотографического развития и представления». Just because it's a very nice combination between arts, photography, and the ancient city. И это потому, что это прекрасное место для соединения фотографии, современного искусства и древнего города. And every year we will have a very nice and very luxury opening ceremony. I think it was this kind of phenomenon was especially before the pandemic, but after 2020 we are making the opening smaller. И фестиваль был знаменит еще своими грандиозными открытиями, которые проводились в парке рядом с стенами города. И после пандемии мы немножечко уменьшили масштаб коллективного присутствия, но тем не менее это уже очень великолепное открытие. And this is the structure of the festival. So we have different kinds of professional shows and also different kinds of organization shows. And especially, so today I especially want to focus on the university student exhibitions. И если говорить о структуре выставочной фестиваля в Пинъяо, то есть тематические выставки, есть выставки, которые объединены темой представления молодой китайской фотографии. Это называется Young Chinese Photography Promotion Plan. Есть профессиональные выставки, есть приглашенные иностранные выставки, любительские выставки, выставки, представленные различными организациями или городами. Есть фотоярмарка, но я остановлюсь сегодня на университетских студенческих выставках специально. Fundamentally, we consider that the university show was started from 2004 when we had a very special section, especially for university students. И традиции университетских фотографических выставок в рамках Пинъяо началась в 2004 году, и с тех пор их число растет, но это был такой важный год начала. И, например, в 2019 году в фестивале приняло участие 1162 студента из 103 различных университетов. Они представили 4644 работы. 959 студентов было из 75 китайских университетов, и они показали 4463 работы в 2020, и было 1223 студента из 112 китайских и иностранных университетов, показавшие 5248 работ в 2023 году. И в 2023 году впервые в рамках этой программы были представлены работы российских студентов из нескольких университетского уровня образовательных программ из России, в том числе это были Московский государственный университет, была Высшая школа экономики и другие школы. And of course, the number of these universities has been increasing in the past years, and also in 2023, among the 112 universities, there were 12 from other countries, but mostly Chinese. И хотя вы видите, что общее количество представленных студенческих работ растет год от года, в 2023 году из 112 университетов более 20 были иностранными школами, представленными в Пинъяо.
And also for the student section, because every year we have there are so many students, and also it is the most how can I say energetic section for the university. And also we have some very nice comments from the educators from other countries. И эта секция, это направление на фестивале одно из самых важных и для самих студентов, которые принимают участие в этом событии. И у нас очень хорошие отзывы со стороны коллег из разных фотографических школ, включая и наших иностранных коллег, которые приезжают на фестиваль. И в рамках этой секции представляются фотографии студентов самых разных направлений. От коммерческой фотографии и моды до концептуальной и документальной фотографии, от экспериментальных работ до натюрмортов. Также получается, что все жанры охвачены и представлено видение всего молодого поколения студентов. И также мы хотим представить их видение современного мира, посмотреть на мир глазами этого поколения. И различия и сложности визуальных языков, работ, которые включены в эту секцию, позволяют студентам и преподавателям из разных стран увидеть, как создается общество в целом мире. So this is the show from Parsons, the School of Design, and this is from which school from Johannesburg in South Africa. И внизу на слайде слева часть инсталляции выставки студентов школы Parsons Design из Нью-Йорка, а справа это школа фотографическая из Йоханнесбурга, из Южной Африки. And so for the university section, I think we can view the project. I mean, why it's good for students, so we can view from these 8 sections. И я постаралась 8 позиций собрать те причины, почему участие в выставках в рамках фестиваля важно для студентов. Во-первых, это творческая работа и сам отбор. Во-вторых, это составление выставочного плана. В-третьих, это кураторский опыт, который студенты приобретают, участвуя в этом проекте. Это координирование работы, 4-й пункт. 5-й – это участие в монтаже, в инсталляции самих работ. 6-е, очень важно, это работа командой. 7-е – это расширение горизонтов видения. И 8-е – это ожидание и в каких-то случаях несоответствие ожиданий призов, наград и другого внимания к студенческим работам. So I just remember I used to work with the Parsons students in 2017, and before they went to the festival, the professor required that every student wrote a very nice plan from their collaboration, from the job selection, and also their shooting plan, and also how they would coordinate with other members. They did a very nice plan before they went to the festival. И, например, в 2017 году, когда студенты из Parsons School of Design впервые приезжали в Пинъяо, я помню, что перед поездкой их преподаватель дал студентам задание составить очень подробный план. Во-первых, план их показа, во-вторых, план того, что они собираются снимать в Пинъяо. И я помню, что это была для них важная подготовительная работа до поездки. So actually for the students, it's a kind of real practice because they have to know what is good for a festival and also what is to be accepted by other people. И на самом деле для студентов это очень важный опыт, поскольку присутствие на фестивале, обзор того, что фестиваль показывает, позволяет студентам понять, а что интересно для фестиваля, что приемлемо для показа другим зрителям. And they have to design their own posters. И кроме того, они еще и сами экспериментируют, создавая собственные плакаты, приглашения на свои выставки.
And also there are a lot of on-site teaching happening. So this is a teacher and students, and they work together to do the handling. И кроме того, площадка фестиваля становится очень важным пространством, где внутри фестиваля педагог работает со своими студентами. И вы как раз видите, как происходит процесс монтажа выставки, и в этот момент происходит очень важный практический класс, который преподаватель дает своим студентам вместе приехав на фестиваль. So because of the very special situation, during the festival, there are more than 100 Chinese universities and students. Every school will send about 20 students to the festival. И вы понимаете, что во время фестиваля очень специальная атмосфера. Представьте себе, что 100 университетов, где есть фотографические программы в Китае, присылают каждый примерно 200 студентов на фестиваль. Some students has never done any handling by themselves, but when they went to the festival, they had to do the nailing. They have to hand the show by themselves. И многие студенты из университетов, когда они приезжают на фестиваль, они до того не имели опыта монтажа выставок и никогда не сталкивались с молотком и гвоздями, а тут приходится самостоятельно и хорошо повесить выставки. They have to learn how to use every kind of tools, like lever, like nails and lines and tapes. И это опыт использовать все инструменты для инсталляции выставок, начиная от молотка и заканчивая уровнями, лазерами и всевозможными маркерами для того, чтобы это сделать хорошо. So you can see these are the students who are doing their own painting, and then that's really a challenge. And also all these young students, then they work together for the whole show of the school, not just for their personal show. И вы видите, как происходит процесс повестки, это абсолютно командная работа для студентов, и кроме того, они учатся видеть работы коллег, поскольку они вешают не только свои работы, но они вешают всю выставку своей школы вместе. And also there is another challenge is, for example, the University of Communication University of China. They only had 30 meters of linear space, and then there were about 20 students. How to coordinate for the space? И, например, университет коммуникации Китая на выставке своей в 2023 году в Пинъяо имел всего лишь 30-метровую одну стену. И вот как на 30 метрах представить работу 20 приехавших студентов. Yeah, so both the teacher and students have to coordinate among them and to figure out how much space for each person. И для преподавателей и студентов это очень тонкая работа, как осуществить выставочный план и определить количество отведенного пространства для каждого участника. Yeah. So the result is always nice, but sometimes the teacher has to really balance, figure out who is possible to win the final prize and to give him or her more space. И вы видите, что в результате получается хорошо, но ко всему прочему, поскольку педагоги участвуют в выставках фестивальных не первый раз, они могут предполагать, кто из их студентов может выиграть на фестивале и каким-то образом выделить эти работы, при этом не нарушив баланс для всего коллектива, который приехал. And generally, the result was good, and also the students will have a poster space for all the schools and whatever. And sometimes you have to, you know how you have to stick your poster on the wall, and later it was covered by someone else. И если на выставочных площадках все выглядит красиво и ровно, в конце концов, то вот на стене плакатов, а это специально выделенное пространство для повестки именно студенческих плакатов выставок, вот там происходит борьба, когда поверх одного плаката вешается другой. То есть для зрителя это красиво, но для участников это опыт. Like a kind of competition. Ну, своего рода соревнования. So finally,
there will be a kind of award for young students for the excellent student work award, and generally the festival will select 10 students for the final award. И у фестиваля в Пинъяо есть специальный приз для лучшей студенческой работы года, и для этого приза выбирается 10 студентов, и вот вы видите примеры победившей работы и только что награжденных героинь. One thing was before the pandemic, the students had some money for the award, but after the pandemic, the money disappeared. Ну и к тому же перед пандемией студенческий приз сопровождался еще и денежным призом. Ну как-то вот после пандемии деньги растворились. Yeah, this is the situation. So the students winners will receive a certificate and also a very nice birth statue. И студенты получают в качестве награды специальный сертификат победителя и очень красивую статуэтку фестиваля. I think it is quite valuable because among the maybe 2,000 students, there will be only 10 winners, and that's still a kind of a good thing. И я думаю, что когда речь идет о 2000 студентах и из них только 10 победителей, это на самом деле очень серьезная награда и хорошее выделение студентов из общего числа. There are also a lot of vocational universities who are taking part in the festival, and also we consider that their works are not good enough, and then we offer some outdoor space for that. So it means it's vocational, like a college. И поскольку есть несколько уровней образования фотографии, есть университетский уровень, есть еще уровень, скажем так, у нас сейчас это уровень колледжа, да, и раньше это был уровень ПТУ, и для таких школ предоставляется пространство не в павильонах, где проходят основные фестивальные выставки, а между павильонами на открытом воздухе. So for me, I think the students' exhibition is like a comprehensive course. The students can train their ability in the work selection and printing, like what kind of paper they use, and also how to install their works, and also how to collaborate with others. И для меня выставочная программа, она представляется очень важной моделью понимания будущего представления работ студентов, поскольку во время подготовки к выставкам студенты обучаются на практике таким вещам, как какую бумагу выбрать для печати, какой размер напечатать, как это будет представлено, как это инсталлировать, как взаимодействовать с другими участниками выставок и фестиваля. Yeah, so this is what they finally got received, like their experiences as a photographer, as a designer of their space, and also their poster, and sometimes they even have their small books. And of course, they can practice as a curator or coordinator or a manager of a project. И в результате участия в фестивальных выставках у студентов появляется опыт, который соединяет их представление о разных фотографических профессиях. Они и фотографы, и они выступают в роли дизайнеров и пространства, и своих плакатов для показа, и в роли кураторов. И это позволяет им в дальнейшем находить себе работу не только как фотограф, но, например, как координатор или менеджер выставок, поскольку их опыт позволяет им работать в разных сферах вокруг фотографии. And of course, there are chances for the faculties, and for their teaching, they can change their teaching environment on site and to be more practical. И это очень важный опыт также для образовательного состава университетских программ, поскольку это позволяет преподавателям проявить себя, обучая в поле, на практических занятиях. Это дает совершенно новый опыт взаимодействия преподавателей и студентов и позволяет корректировать программы образования прямо на месте. And also there's another chances for the students to talk about their project, which is
one of the most difficult part for many students. So our floor talk, this is from an on-site floor talk. The students start to promote their works. И еще очень важный опыт, поскольку для многих студентов фотографии говорить о своих работах – это почти невозможное умение, а участие в фестивальных выставках их тренирует говорить о своих работах, представлять свои работы. И здесь вы видите, как на площадке студенты показывают свои работы другим зрителям и, в общем-то, учатся продавать свои работы. And also some universities will organize some exchanges. For example, the Communication University will invite some teachers and students from other universities to stay in this small yard and organize the kind of small exchanges. И также университеты используют фестиваль как пространство для организации межуниверситетского неформального общения. Так преподаватели из университета коммуникации Китая, они в ту гостиницу, где они живут, во внутренний двор, приглашают педагогов из других университетов, устраивают там вечеринки, и это позволяет им лучше узнать коллег из других школ. Another reason we are able to do this kind of a small exchanges is that Pinъяо has a lot of very small hotels like this. They have about 10 to 20 rooms, and then the whole school will rent the whole yard, and then they can. There's a small environment for them to exchange their ideas. И сама архитектура Пинъяо помогает такому неформальному общению, поскольку в городе очень много одноэтажных маленьких отелей, расположенных в старинных усадьбах, там 10-20 комнат буквально. И как раз один университет полностью арендует один отель, имеет свою штаб-квартиру, и потом начинается уже общение между школами, походы в гости друг к дружке. And in 2023, I remember the University of the Academy of Nanjing. What is that? The Art Academy of Nanjing. They brought about 60 students to the festival. Но при этом университеты и академии привозят все больше студентов. В прошлом году Академия искусств из Наньчжина приехала с 60 студентами. То есть получается, что просто улица одного университета на фестивале. So they also invited a foreign professor to give them workshops in Pinъяо. И поскольку в Пинъяо приезжают и иностранные профессора со своими студентами, китайские университеты во время фестиваля организуют мастер-классы иностранные профессоры для своих студентов. And also, because the students stay in the festival for about 2 weeks, and teachers will give them assignments, so they go out for shooting, and then after their shooting, they have their special classes to demonstrate their works. И поскольку студенты приезжают на фестиваль на целых 2 недели, в этот период преподаватели дают им, помимо после того, как выставки повешены, специальные задания для съемок во время фестиваля, и там же проходят классы по отбору работы и по обмену опытом во время съемки в поле. And I think that in this kind of opportunity that both the faculties and students are trying to work together to make to have more exchanges. And also the festival, we are also trying to help to build up some stage for the collaboration among different universities and also among the students. И надо сказать, что не только университетские преподаватели и студенты стремятся к тому, чтобы создавать во время фестиваля новые взаимоотношения и какие-то новые проекты совместные, но и фестиваль старается создать единую платформу для взаимодействия всех приезжающих образовательных институций во время фестиваля и дать им возможность начинать новые проекты, стартуя там. Another important section is the photographic education forum among the educators. Другая страница работы фестиваля – это Международный фотографический образовательный форум для преподавателей.
университетов. So in the past years, and this is the situation of photographic programs in China. Some canceled, some changed into other projects, and some merged. And we think that we are facing a challenge. И за последние несколько лет создается впечатление, что внутри китайской образовательной ситуации в области фотографического образования происходят большие перемены. Какие-то программы образования просто исчезают, какие-то очень сильно трансформируются, при этом начинаются новые программы. И мы хотим понять, что это за период перемен. And of course, a lot of educators are trying to figure out there are a lot of educators are worried about the trend, and also we were trying to build up exchange stage and try to make people understand what is happening to photography education in the world. И для преподавателей фотографии, на самом деле, во многих университетах есть больной вопрос, что такое тренды в фотографическом образовании. И возможность послушать коллег, обменяться опытом во время образовательного форума дает им возможность, обозревая, создавать собственное впечатление о том, что такое тренды в фотографическом образовании и в Китае, и во всем мире. И нам представляется это очень важно. And my education project started from 2013. At the very beginning, only the educators introducing their own projects and programs. И в 2013 году я начала новую программу в рамках фестиваля специально для того, чтобы преподаватели фотографии могли обменяться опытом и показать друг другу свои фотографические программы. And at the very beginning, I remember mostly the Chinese teachers. They would listen, and foreign teachers were talking, and Chinese teachers would listen. И я помню, что в первые годы китайские педагоги хранили молчание и слушали, а говорили в основном иностранные коллеги. As a result of the exchanges for more than 7 years, and also the final result is that Chinese educators, especially the young educators, are becoming more active, and also they are braver than before to express their own ideas on education. Но год от года молодые, особенно молодые педагоги, становились все более смелыми, все активнее рассказывали о том, чем они сами занимаются, и активнее делились своими насущными проблемами. And also, this is one of my favorite section for the educational system, forum, and it's a kind of group talking. So usually in the morning we have this kind of theme talk. Usually we invite about 5 educators from both China and other countries. И фотографический образовательный форум состоит из 2 частей. Утреннее – это пленарные заседания, когда выбирается основная тема, и есть 5 выступающих, и китайские, и иностранные коллеги выступают с докладами. А потом вторая часть, которую я люблю гораздо больше, это маленькие групповые взаимодействия педагогов, которые расходятся по группам по своим интересам. So this is for theme talk and also group discussion. И вот так выглядит утреннее заседание, когда происходит тематическое представление. Слева профессор Плюстонг и профессор Клаудия Стонг из новой школы фотографии Сиракузского университета представляют свою тему, и Шейн Хилберт из No. This is Melbourne Institute, Royal Melbourne Institute of Technology. Это Королевский институт технологий из Мельбурна рассказывает о своих наработках. Так выглядит утро. И вот так происходит уже секционные заседания, когда обсуждаются узким кругом какие-то вопросы. So we focus more on more practical things. I don't like those kind of very formal and rigid talks one by one. So
based on the educators' requirements, we always organize this kind of small group discussion. И я не сторонница больших формальных заседаний с говорящими головами одна за другой. Мне гораздо интереснее, когда преподаватели фотографии общаются между собой в маленьких группах. So a lot of educators told me that the small group discussion is more fruitful because they can solve their practical problems. И эта вторая часть позволяет преподавателям обсудить свои практические проблемы преподавания. И многие коллеги мне говорили, что они буквально во время этих групповых заседаний решают какие-то свои текущие проблемы. One good thing for the educational section is that more and more teachers graduate from Britain, from the United States, and from other countries. They are joined in photographic teaching. И интересно, что в последние годы все больше педагогов, которые приходят в китайскую систему фотографического образования, они получили образование за рубежом. В Великобритании, в США, в других странах, а потом они приезжают в Китай со своим новым опытом. So the exchanges are becoming more fruitful than before. И это также позволяет этому общению становиться все более прогрессивным, все более успешным. So these are the topics we covered in the past years. In 2013, so probably can translate. И если говорить о вот этих больших заседаниях, те темы, которые поднимались на Пинъяо международном фестивале фотографическом образовательном форуме. В 2012 году фотографический язык и коммуникация этого медиа, 2014 год фотографическое образование в Англии, США и Китае, 2015 год изменения и дилеммы в фотографическом образовании, 2016 год, какова роль гуманитарного знания и социальных наук в фотографическом образовании, 2017 год, когда каждый считает себя фотографом, направление фотографического образования в эпоху массового представления. 2018 год – эксперименты в фотографическом образовании, новые направления в педагогике. 2019 год – надежды на сотрудничество, идеи и коллективные практики. 2023 год, поскольку было 2 года промежутка, не было форумов, эта тема была конфликта и взаимодействия между традиционными технологиями воспроизведения и цифровым новым языком медиа. So we have been becoming more specific and on deeper talks. И, как вы видите, мы становимся все более специализированными в выборе основных тем для этих пленарных заседаний. И те темы, которые поднимаются на форуме и во время групповых дискуссий, обычно предлагаются фестивалю самими участниками предыдущих дискуссий. И далее обобщение материалов 2017-2019 годов было представлено в виде те материалы, которые были наработаны в 2017-2019 годах, показали, что для тех, кто работает в сфере фотографического образования, делиться друг с другом опытом, строить единое пространство фотографическое для студентов, балансировать между традициями и новыми технологиями, также испытывать давление со стороны администрации фотошкол. Это все общие проблемы. И это те проблемы, которые, будучи проговоренными на форумах, в дальнейшем позволяют специалистам чувствовать себя не одинокими, а наоборот частью единого сообщества. And of course, so based on our talk, then we found that a lot of people are, so we are facing a lot of
I'm gonna say a lot of challenges, and I remember Chinese teachers found that they have all those kind of difficulties from the administrations, like paperwork, and American teachers also have to do a lot of paperwork, and Australian teachers, they also have to do a lot of paperwork. И когда стало понятно, что даже проблема бюрократии в фотографических школах, работа с бумагами у педагогов, это не какой-то специальный знак одной страны, а общей ситуации в Китае и в Америке, и в Австралии, то в конце концов восприятие всей фотографической ситуации в образовании, оно меняется у участников. Они понимают, что они часть единого целого. Yeah, so and another situation is that we have to look for jobs for the students and think about what kind of students are we cultivating, and also what kind of jobs are they going to do in the future. This is also another challenge. И форум обсуждает те проблемы, насущные, с которыми сталкиваются педагоги в текущем времени, и, например, проблема поиска работы для своих студентов. Куда они пойдут с теми знаниями, которые будут представлять школу. И это та тема, которую размышляют преподаватели в системе фотографического образования в разных странах и понимают, что сейчас меняется вся ситуация с фотографией, а раз так, то и должны находиться какие-то новые решения, и обмен этими идеями позволяет, опять же, чувствовать, что мы совместно можем что-то решить. And one good thing is that a lot of educators agree that we don't have to worry about the future of photography, because photography is still to be of great use. And also when new technologies is developing, we are having new chances. И я слышала такое мнение от коллег, что на самом деле беспокоиться о будущем фотографии бессмысленно, поскольку это базовая медиа для всех новых технологий, а раз так, то базовое фотографическое знание позволяет потом адаптировать это знание ко всем изменениям, которые происходят. А раз так, то просто надо продолжать учить. So, of course, the last section is about the international exchanges and collaborations in the festival. And of course, we have this education forum. И если говорить о международных проектах и совместных действиях на фестивале, то в первую очередь это Международный образовательный форум. И в таком глобализированном мире, как сейчас мы живем, фотография не может быть самозамкнутой. Это очень важно, чтобы фотографии выстраивались диалоги между технологиями и культурой. И те, кто занимается фотографическим образованием из Китая и других стран, все сталкиваются с подобными проблемами в сфере образования. И это проблемы связаны и с менеджментом, и с поиском финансирования, с студенческими будущими проектами и занятостью, с развитием программ, с реформой написания программ и с развитием учителей как профессионалов, как личностей. И строя платформу для совместного диалога и для решения этих вопросов во время такого события, как Международный фестиваль фотографии Пинъяо, фотографы, представители фотографического образования ощущают себя единым мировым сообществом, в которой есть общие надежды на конструктивное будущее, и они все настроены на развитие и на построение будущего в сфере образования и студентов, и своего собственного. So that's why we say global community is necessary for us to exchange the ideas. So we can try to be, through the exchanges, we are becoming more confident about the future. И я могу сказать с китайской стороны, что для нас очень важно именно международное представительство в этих форумах, чтобы таким образом понимать, что мы не одиноки со своими проблемами и находить общие глобализированные решения для возникающих проблем, а кроме того, строить общее будущее фотографии. So
we have been also collaborating on some other projects, and also in 2020, because of the education, because of the pandemic, we were not able to do talks, but we published a book. И есть еще другие виды проектов, которые делает фестиваль в Пинъяо в области образования. Например, в 2020 году, поскольку невозможно было провести форум, мы издали материалы предыдущих лет в виде книги. So we were trying to answer questions like what kind of talents should be educated in photography education, and how do teachers influence their students in their profession and creation, and also how to cultivate critical thinking and the relationship between image and text, and such questions. И эта книга была частично результатом предыдущих разговоров, предыдущего обмена опытом преподавателей, но также мы разослали нашим коллегам опросник, и преподаватели из 17 стран отвечали на одни и те же вопросы. Такого рода были вопросы, какого рода талант должен воспитываться в фотографическом образовании, как учителя могут своих студентов вдохновлять в их профессиональной работе и творчестве, как культивировать среди студентов критическое мышление, какие отношения должны возникать между изображением и текстом, каковы отношения между технической и гуманитарной составляющей образования фотографического и так далее. Такого рода материалы мы собрали для издания. And of course, there were some exchanges built up, and then, for example, we had exhibition collaborations among different universities, and also student exchanges, and faculty exchanges, and overseas projects, and guest talks. What we do the most is the guest talks. I introduce a lot of educators to the universities so that they can build up their own collaboration. И, кроме того, результатом фотографических образовательных программ Пинъяо стали такие обмены, как обмен выставками и совместные выставки. Например, Академия искусств из Нанджина, Университета технологий из Хайана и Школа дизайна Парсонс, Университет коммуникаций из Китая и Колумбийского колледжа из Чикаго. Это начало студенческих обменов между школами. Так, студенты из Parsons School of Design сейчас приезжают в различные университеты Китая, и наоборот, из этих университетов студенты едут на семестр в Parsons. Проходит обмен между педагогами разных школ, и китайские школы, и зарубежные школы. Также делаются проекты буквально между двумя преподавателями из разных школ, например, успешный проект Silent Panel и Хуапанга. И очень много приглашенных выступлений одного гостя, одного педагога из иностранной школы. Так мы делали от фестиваля Пинъяо представлений педагогов иностранных в Нанджине, в Леваке, в Пекинской киноакадемии. И это тоже часть работы фестиваля в течение года. Мы представляем наших иностранных гостей, наших иностранных партнеров, другим участникам фотографического образовательного процесса в Китае, и так происходит взаимный. And also, I think that education exhibition is becoming very popular in China. There are several festivals who all have education section. And also last year in March, we did a show about 60 universities, and 40 of them from overseas, and 9 from Russia. И помимо Пинъяо, сейчас тема фотографического образования становится интересной и для других фестивалей фотографии в Китае, и даже для музейных институций. Так, в марте 2023 года мы сделали большую выставку, посвященную фотографическому образованию в мире,
И там среди 40 иностранных университетов было 9 высших учебных заведений, работающих с фотопрограммами из России. So I think the photography education section, I mean student interaction, student exhibition is becoming a key point in Lishui Photo Festival, Shenyang Photo Festival, and also even Chengdu Festival. И 3 очень заметных новых, относительно новых по сравнению с Пинъяо фестивалей, это в Лишуе, в Чengду и в Шеньяне, они также сделали собственные фотографические образовательные форумы, понимая, что это будущее. Yeah, it's kind of like a competition, and what is the best way? И теперь это уже становится также и соревнованием между фестивалями, у кого лучшая программа в области фотографического образования. Yeah, that's my introduction of my festival of the education, and also these are the exchanges among people. Thank you. И таково мое представление фотографической образовательной программы моего фестиваля и того взаимодействия между зрителями и профессионалами, которые происходят в рамках Пинъяо. Спасибо вам за внимание. Вопросы? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где можно увидеть одну из программ образования вашего китайского любого института и отличается ли она от чем-то от российской? Есть ли какие-то фишки, присущие чисто китайскому образованию? I think in every university they have their special website, and you can find their introduction of their projects, programs, and books from the university website. И самое простое, это у каждого университета есть свой веб-сайт, и там представлено общее представление, общее введение в программу, которая есть в этом университете. Some good universities, so famous universities, they have English version, but mostly in Chinese. И у самых известных университетов есть даже английская версия их веб-сайтов, но большинство, конечно, китайская. So actually, I don't know too much about the Russian system. И на самом деле я не так много знаю о русской системе фотографического образования. Even though Irina wrote an article introducing the system, I'm still somewhat confused. That's why I hope to bring more universities from Russia and also to achieve some exchanges and for Chinese to understand better about the Russian system. И хотя в прошлом году это представление 9 школ сопровождалось статьей об истории фотографического образования по-русски, объясняю, о чем была статья, моей статьей в истории фотографического образования в России. Из одной короткой статьи очень трудно понять, что такое фотографическое образование в России как система. Поэтому для меня так важно понять, просто приглашать больше фотографических школ из России, чтобы увидеть практически эти отличия. Пока что я еще недостаточно знакома с этой системой. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Сейчас скажу. Я не мне подробно. То есть вопрос такой. Сколько школ образовательных в Китае? И в каком соотношении частные школы или государственные школы, каких больше, меньше? That's a good question. I don't know how many. Right. I think more than 100 because we are having more than 100 universities.
And generally, private schools are, I think the private schools are usually vocational schools. And most public schools, they are universities supported, sponsored by the government. Я не знаю точную цифру, но если судить даже по материалам Пинъяо, университетских программ больше сотни, и университетский уровень чаще всего это государственная школа, а частная школа это уровень колледжа нашего российского, то есть уровень до университетского образования. А большинство университетов в Китае, они все-таки финансируются государством. Это именно фотографическое образование. Именно фотографическое, да. And I think most of the vocational schools, they are training the students to be a good photographer, really a photographer, not an artist. In techniques, they can photograph very nice portraiture. They can photograph a kind of a product or construction. И эти среднего уровня образования школы, они тренируют фотографов, учат фотографов, то есть не столько художников, сколько просто практически классных профессионалов. Сделать хороший портрет, сделать хорошую фотографию объекта или же архитектуру. Просто быть классным профессионалом в области фотографии. И это частный уровень школы. Уровень частной школы. Скажите, пожалуйста, какой объем рынка в Китае для фотографов? Куда они денутся, эти тысячи студентов? Где они чем будут зарабатывать себе кусок хлеба, в смысле? I think that we discussed the question. One of the professors from university mentioned that, okay, just like the philosopher schools do not cultivate, educate philosophers, philosophy principles. So photography programs is not necessarily that we train everybody into a photographer. So every year there's a market in wedding photography, like the commercial photography, but a lot of people are doing other things. Like they can quit their photography and become a civil servant, and then they train. Some of them just quit photography and go into business, whatever. They have different kinds of jobs. И мы как раз говорили об этих тысячах на одном из форумов, и было очень хорошее высказывание коллеги, который сказал, ну, школы философии, они же не выпускают новых философов, они учат философии. И школы фотографии выпускают людей, знающих фотографию. И потом эти люди, кто-то идет на рынок свадебной фотографии, коммерческой фотографии, но есть люди, которые, имея это знание, уходят в систему социального обеспечения. Или же уходят в бизнес, но у них есть определенное визуальное образование. I think the wedding studio is one of the key market for photographers because it's getting so popular. И на самом деле свадебная фотография и студии свадебной фотографии – это гигантский рынок, расширяющийся, поскольку это то, что необходимо обществу. My question is, how much time you need to organize this exhibition? For me? Yes. Я переведу вопрос на русский, только Катя, вы сами. Ну, в принципе, мой вопрос был в том, что сколько времени требуется для организации данной выставки. You mean festival? Да. Well, речь идет о фестивале. For the festival, usually I start organizing the whole foreign international show from February because we close application before
July, and most of my international section is invited. But for the education section, it's very funny. Most of the teachers are waiting for the big festival happening. They know that there will be the festival, and then they get prepared before September, before July, and then immediately when we issue our open call, very late in July, and then within 1 month, all these universities proposed their plans to the festival. Ну, на самом деле, если международная секция, она готовится, с одной стороны, с прошлого года, а потом где-то к февралю месяцу уже понятно, поскольку это в основном приглашенные выставки, которые заранее отсмотрены или были обсуждены с директором иностранных программ, то к июлю, когда открывается open call на фестиваль, на самом деле иностранная секция уже решена на сентябрь. А вот университеты, хотя прошел фестиваль в сентябре, они подготовились, но до июля, до самого open call очень короткого, они ничего не прислали. И потом в течение месяца они все шли свои заявки, и остается 1 месяц на то, чтобы все это организовать. Yeah. For foreign universities, usually I contact my friends, and also I invite the curators from different university and ask them to submit their application before the end of June, because we start our censorship in July. So for instance, foreign universities, they have to submit their application before the open call, and this is usually invited. И для иностранных университетов, потому что у меня уже очень много коллег, друзей, которых я знаю, я их обычно призываю к тому, чтобы они прислали свои заявки на выставку следующего фестиваля до июня, потому что в конце июня начинается процесс цензурирования, и для того, чтобы на него хватало времени и работы, которые университет хочет показать, чтобы они прошли цензуру, важно подать заявку из иностранного университета до июля. Что должно быть по фотографии, чтобы она понравилась лично вам? Обработка трендов или что-то еще, ну, то есть какое-то авторское видение? Какой фотографии вы видите? A few years ago, I started to work with, maybe about 20 years ago, I started to work with a very famous editor, Robert Plush. And he said, to do photography, you must have a very nice, very good story. You must have something to say. And then after that, when I was looking for photography, I usually try to figure out, okay, what I am impressed by the photography. And also, I'm not looking for perfect works. I always think there should be something impressive to the audience. 20 лет назад я работала с знаменитым профессионалом в области фотографического образования Робертом Предлагаю. Это нью-йоркский фотограф, издатель, редактор, и в том числе он много лет преподавал в разных школах фотографии. И Роберт сказал, что в фотографии должна быть история и должно быть и второе, вы должны лично что-то хотеть сказать тем, что вы рассказываете. И с тех пор, когда я смотрю на фотографии, я задаюсь вопросом, а чем эта фотография лично меня задела? И я не ищу какой-то суперсовершенной фотографии.
Для меня важно, что фотография создает непосредственный контакт между изображением и мною, и другими зрителями. Я ищу вот это соединение. Еще вопрос? У меня вопросы про современный мир, уже про искусственный интеллект. Я знаю, что уже у нас в Москве в некоторых университетах преподают, есть уже предмет, посвященный сделанной фотографии искусственным интеллектом. Как обстоит дело это в Китае? А второе, фотографии, созданные искусственным интеллектом, займут ли они свою нишу вот, в фотографических выставках в будущем на вашем фестивале? Last year in June, we had a talk in Beijing. How do we view artificial intelligence? And also, like something like behind, after photography, is there artificial intelligence? В прошлом году в июне у нас была конференция в Пекине, и мы как раз обсуждали, каково будущее, что такое искусственный интеллект и что последует за фотографией. And also, we work with Robert Flash, and Robert Flash gave an example. He said, a photographer, when he's making photography, there's a feeling in it. And he could tell who's who, which one is artificial and which one is real photography. И как раз на этой конференции принимал участие в очередной раз Роберт Флэш, и он сказал следующее, что фотограф, когда делает изображение, у него есть эмоциональный контакт. И фотограф может сказать определенно, кто есть кто, и что за история есть внутри изображения. Внутри изображения, созданного искусственным интеллектом, пока этого нет. И есть разница между тем, что сделано человеком, и тем, что сгенерировано искусственным интеллектом. And of course, presently, artificial photography is still a popular topic in China because next year, my friend is going to organize an artificial show in the gallery. But for me, artificial technology or artificial photography will be a kind of very short fashion. Because we were also talking about artificial translation in language. С одной стороны, искусственный интеллект очень популярная тема в Китае. Один из моих друзей и коллег в следующем году планирует большую выставку в галерее, посвященную изображению, сделанному искусственным интеллектом. Но с моей точки зрения это не более чем кратковременный тренд, потому что это интересно, но так же, как в области перевода, я не профессиональный переводчик с огромным опытом. Все говорили про перевод в языке с помощью искусственного интеллекта, но человек он не потеснен. So personally, I do not reject the development of technology, but for one thing that I think artificial, I don't know if it is right, artificial images are made from thousands of calculations, but human brains is not able to be calculated. И мое видение таково, может быть, оно неправильное, как я поясняю, искусственный интеллект генерирует изображения, использует тысячи образов, это пересчет математический. Человеческий мозг работает совершенно по другой системе. И в этом разница. Because there's always a sparkling in our brain. Потому что у нас возникают совершенно непредсказуемые связи.
So last year, let me see, in September, late September, in a small festival, we have artificial images shows, and also we have all those ancient, historical shows. And people came in, they said, oh, these are so beautiful. These are, interesting. И в прошлом сентябре у нас был опыт, когда в одном пространстве с одной стороны были повешенные картинки, сгенерированные искусственным интеллектом, а с другой стороны была вообще историческая выставка старых фотографий. И когда люди заходили, я так глянув, ой, мне интересно, а вот старые фотографии, вот это красиво, вот это интересно. So a lot of people are still thinking after the fashion trend, and then people will still come back to use their cameras to think instead of to use their computer to think, because computer thinking sometimes is based on calculation, and sometimes they go not the right direction as you're thinking. So just like my translation, Irina can do the translation now, but if it is used in my self-translation, you can never understand what I'm talking. И на самом деле то, что происходит в компьютере, это множество операций, которые в результате могут пойти совсем не в ту сторону, куда вы хотите, создавая изображение. И это приводит к тому, что появляются помехи в сообщении, которые вы, как автор, хотели бы передать. И поэтому я думаю, что со временем как раз к камерам люди будут возвращаться, чтобы передать свое личное сообщение другим. И это как с переводом. Моим опытом моего перевода личного, вот сейчас Ирина меня переводит. Если бы я сейчас использовала мой телефон с современными программами перевода, никто бы не понял вообще, о чем я тут говорю. But my husband trusts in AI technology. Но мой муж доверяет искусственному интеллекту. Because he's a computer. Потому что он человек из этого мира компьютера. Фестиваль и может ли сделать уже фестиваль? Ирина, Да, должен быть преподаватель, который продаст заявку для того, чтобы... I've been started working with Irina for many years, and we are very good friends, and we have very good collaboration projects. If you hope to come to Pinъяо, I can tell you about the expenses. Generally, the round trip between Moscow to Beijing for air tickets, the cheapest will be about 4,000 RMB, which is about 40,000 rubles. And the hotels in Pinъяo, you can find about 1,000 per day, per night rooms, and even cheaper, but the cheaper ones are not so good, but about 100 RMB, about 1,000 rubles would be a nice hotel and not expensive. The food there about, well, depends on what you eat. So you can calculate the expenses about attending trip to China. На самом деле вы можете и самостоятельно поехать, и расходы, но самые дешевые билеты Москва-Пекин и дальше до Пинъяо, точнее до Тайюаня, там поезда, это где-то будет стоить вам туда и обратно в районе 40 000 рублей, плюс сутки гостиницы в Пинъяо где-то 1000 рублей. Можно найти дешевле, но это будет уже не то, что вам понравится, а еда в зависимости от того, что вы едите. Если вы это все просчитываете заранее, то вы понимаете, насколько это возможно или невозможно для вас. Такой вопрос, что вас
этом фестивале и в образовательной программе участвует много студентов и фотографов с разных стран. Сталкивались ли вы в процессе обучения или, может быть, выставки с разным визуальным мышлением? То есть разные культуры, это, то есть может быть, то есть слева направо читать, то есть справа налево. Были ли проблемы в прочтении снимков? Как они решали споры какие-то? Well, I think the reading of photography, we don't have to seek one answer from the reading of photography because for one photography, and if we are reading the photography from different cultural aspects, there might be different understandings. That's the reality. We don't have to change it. На самом деле не должны менять реальность. Не может быть одного правильного прочтения фотографии. Если возможно ее прочтение в разных контекстах, это лишь свидетельство того, что существуют разные культуры и разные способы чтения. Мы не можем эту реальность существующую изменить. В связи с тем, что задал Виктор, неожиданный для него вопрос. Значит, наш гость участвовал в жюри конкурса «Аргус». Какое впечатление у нее сложилось о конкурсе, который показывает фотоконкурс, показывающий пространство, многообразие современного искусства? Сделан, то есть фотографии всех российских авторов. Какое ощущение у нее от этого конкурса? You know, when I first viewed the images, I was surprised. Oh, they're so beautiful, they're so nice. And also, it is a unique culture. And also, you have unique photography from the rest of the world. But the thing is that you think that we have to bring this diversity of photography into more audience. And also, because we have been working our first project about East and West. At that time, I said, oh, this is a very special photography that I have never seen. And also, through these years, I'm still surprised by the uniqueness of Russian photography, which is quite different from American photography, or different from British photography, or photography from any other cultures. And I think it is because of the special location and a special tradition that you have been creating very different works from other cultures. Когда я открыла и просматривала эти тысячи изображений, мое общее впечатление было то, что как-то интересно и как-то красиво. И мы начинали сотрудничество в 2008 году с проектом, который назывался «Восток видит Запад, Запад видит Восток». Это была моя первая выставка в Пинъяо. И на той выставке я показала как раз русских авторов, которые видят мир Востока, как они интерпретируют его. И тогда у нас была дискуссия о том, что этот показ, это видение, оно очень сильно отличается от того, как видят, например, китайцы свою культуру. Совершенно иначе. И это было в каком-то смысле неожиданностью.
И до сих пор остается у меня ощущение, что вот сколько лет прошло, мы каждый год почти стараемся показывать русскую фотографию Пинъяо, она другая. Она отличается от американской, британской, какой угодно фотографии. Она совершенно по-другому изображает пространство. Может быть, это из-за разницы и в географическом положении, в масштабах страны и в культурном наследии рождаются совершенно другие изобразительные коды. Не сложилось ли у нее ощущение, что современная российская фотография, она ее знает, она ее видела, она ее наблюдает, ну, как минимум, действительно, что идет исключение основы фотографии документальности. Объективная реальность уходит в сторону, ее заменяет декоративно-прикладное искусство. Многие изображения, которые я увидел в каталоге, это рисунки. Это рукотворчество, рукоделие, но уход от документалистики. So among the photographs I examined, they were mostly what I can think conceptual photography, and which is also the trend in reality, because documentary seems to be more difficult now, even in China. Pure documentary is very difficult now because of the manipulation. Because in photography, you use a lot of technologies and you're not able to judge if they are real. So documentary seems to be getting done because of the social media and multimedia, because of online, different kinds of, because of the internet. So it seems that documentary seems to be something that everybody can get in touch now. So I think that from the Russian photographies I viewed, there's a trend, photographers are becoming more artists. And they are using photography as a tool to express their ideas rather than telling the reality. У меня ощущение, что это общий мировой тренд, что фотография становится более концептуальной. И это отчасти результат развития социальных медиа, для которых публикация буквальной реальности, она становится чем-то самодостаточным и настолько распространенным, что фотография как способ языкового выражения и как мышления требует уже другого. И получается, что для того, чтобы фотография оставалась именно сообщением, имела смысл внутри, она должна обретать эти смыслы у самого художника. И таким образом получается, что фотография становится как бы более художественным процессом, потому что фотограф становится больше художником, он должен выражать через себя. И с другой стороны, я, просматривая эти изображения, я все время проверяла, насколько они реалистичны, насколько я могу определить степень вмешательства в эти изображения. И с учетом, опять же, уже затронутой темы и всевозможных манипуляций, просто изображение реальности, оно может быть абсолютно манипулировано, как ни странно. И таким образом получается, что именно выражение своей идеи художника, использующего фотографию, это новый тренд. Новый естественный тренд. Фотографии в мире и в русской фотографии я это тоже видела. Но дело в том, что если смотреть на каталог, выставленный в интернете, значит, 60% работ не соответствуют статусу, условиям и регламенту конкурса.
получилось, что это фотоконкурс не об искусстве в целом, а это фотокружок. Современные возможности фотографии для самовыражения. Не более. Вот организаторы это мой конкурс. Это мой конкурс, в котором я обязан быть, участвовать. То есть немножко непонятно, читали ли те люди, которые участвовали в конкурсе, регламент условий, читала ли жюри. А может комитет, который принял работу на конкурсе? Оргкомитет принимает все. Вы можете поставить все, что угодно. Один из моих студентов, я к нему подошел и сказал, ты участвуешь? Дай мне адрес. Я вышел. Я говорю, куда ты? Мы с женой 2 недели снимали голос, а у меня и сделали такие классные голубки разноцветные. Классные. То, что я буду в финале, я уверен, что он был. Судя по фамилии. Я прошу прощения, просто перевожу то, что пока вы говорили. Нет, это я между собой. Потому что наш между собой был о том, что это конкурс, который предоставляет новые возможности для молодых фотографов. И это возможность посмотреть, как они мыслят сейчас, и увидеть, как работают молодые авторы, и дать им возможность быть уверенными. Это конкурс не об этом. Это конкурс о многообразии. I know the experiences. Some Chinese young students, I can tell very different style from the works they created when they were undergraduate. When they become older and after they graduate as a from their master degree, and then their work changed totally. They did a lot of researches, social researches. So that is to say, they started from eye expression, and then when they are becoming mature, they are studying the social problems. So I think that we need to give the younger generation some rules for them to grow up, for them to get matured, for them to think. Я могу сказать, что я видела, как работа одного китайского студента почти диаметрально изменились с тех пор, как он был начинающим фотографом, и он опирался на изображение буквальной реальности, и к тому моменту, когда он перешел к исследованиям, которые предваряли его следующую съемку. И это был совершенно другой стиль, совершенно другой способ высказывания и другая визуальность. И я считаю, что надо дать молодым авторам пространство для того, чтобы показать свое изменение, свое видение и тот новый язык, который они сейчас формируют. Этот конкурс для всех фотографов. No, we can discuss that later when we have time to sit Здесь такие конкурс молодые фотографы России. Это конкурс для всех, нет ограничений. Есть тематические задачи, которые, на мой взгляд, не выполнены. Есть еще вопросы? А теперь типичный вопрос для меня, который я задаю. Вопрос такого характера. У вас такой, то есть большой фестиваль, много программ различных студентов. Бывали ли такие случаи, когда люди на вашем мероприятии встретились, полюбили друг друга? И может там свадьба у них была, там какая-то Пинъяо, это место, где соединяются сердца? Здесь это больной вопрос для китайского народа. Имеешь в виду себя? Не, я говорю, что кто-то может хочет поехать, меня обсудить кого-то. Когда до свадьбы не дошли, об этом историю молчали. Это для кого ты интересуешься? You can make the festival whatever you want. Можно делать любой вид фестиваля, и во время фестиваля заниматься всем, чем
Коллеги, если нет больше вопросов, есть еще вопросы? То, наверное, мы завершим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо большое всем за участие, и в том числе тем, кто нас смотрит онлайн. И вы видите, что на самом деле в фотографическом образовании в Китае и в России есть много общих. Спасибо. С нами.